What we're going to do is continue to just develop the components. Мы просто будем продолжать работать над компонентами, развитием компонентов. And begin to look at some of Milton's strategies. И посмотрим, начнем рассматривать разные стратегии Милтона. Milton continuously used the idea of the unconscious mind as a strategy. Он постоянно использовал идею подсознания как стратегии. He made careful distinctions between conscious and unconscious. Он очень осторожно проводил грань между подсознанием и сознанием. But the distinctions weren't oriented to content. Но вот это отличие ориентировано на содержание. They were oriented to the person. Они были ориентированы на человека. He would turn and look at a person. Он бывало смотрел на человека, поворачивался к нему. And make a conscious-unconscious distinction. И вот проводил это развлечение между сознанием и подсознанием. In which he would organize some information or data. В которой и таким образом он размещал всю информацию. This would dissociate the attention. Это как бы диссоциировало внимание. So that the person would start to really wonder and explore the distinction Milton made. И человек начинал действительно задумываться и заинтересовываться вот этим разграничением, которое проводил Милтон. For example, например, your conscious mind is writing those notes. Ваше сознание делает вот эти записи. While your unconscious mind пока ваше подсознание is beginning to understand what I'm talking about. Начинает понимать, о чем я, собственно, говорю. Or perhaps или, it's возможно, your conscious mind это ваше сознание, that's beginning to understand now. Которое уже начинает тоже понимать. While your unconscious mind just writes automatically. Пока ваше подсознание просто автоматически записывает. So conscious, unconscious. То есть вот сознание и подсознание. Your conscious mind can hear my voice. Ваше сознание может слышать мой голос. While your unconscious mind is curious. Ваше подсознание заинтересовано. About a variety of different things. По поводу огромного количества разных предметов. Your conscious mind is wondering what this means. Ваше сознание заинтересовано, думает, что же это может означать. Your unconscious mind fits this into a much larger context. Ваше подсознание включает эту структуру намного большую и широкую. Your conscious mind is curious what's going to happen next. Ваше сознание заинтересовано, что же произойдет дальше. While your unconscious mind already has a sense. Пока ваше подсознание уже получило некоторое ощущение. Of how it can begin to learn this. Как оно может начать исследовать и использовать это. Your conscious mind focuses on one thing. Ваше сознание сфокусировано на одном. While your unconscious mind пока ваше подсознание takes all of it in and categorizes it in many different ways. Все в себя впускает и раскладывает по полочкам разным образом. So conscious and unconscious. Сознание и подсознание. The pattern is very simple. Паттерн здесь очень простой. Conscious that goes to, I would say, the conscious does one thing. Сознание делает что-то одно. How do you say? Just write it in Russian. They're not right. Unconscious. Unconscious. Подсознание does two. Делает второе. Very simple. Очень просто. I often change the voice tonality for the second one. Я часто меняю тональность голоса для второго уровня. So that the voice tone for the unconscious mind is a little softer. Для подсознания тон голоса несколько мягче. The look might be a little different. I might change the head to
match the different eye. Я могу смотреть немножко по-другому для того, чтобы подстраиваться под какой-то конкретный глаз. So I speak to one eye with the conscious mind, То есть я говорю с одним глазом в моем сознании, and the other eye with the unconscious mind. а вторым глазом с подсознанием, с вашим вернее. Your conscious mind can hear my voice, Ваше сознание слышит мой голос and has really got an interest in this. и действительно заинтересовывается им. Unconscious mind И тем временем ваше подсознание is linking this to many other learnings. Привязывает это к многим другим знаниям. Or perhaps it's your conscious mind that's linking things now. Или, возможно, это ваше сознание, которое сейчас привязывает эту информацию. While your unconscious mind gets interested in the tone of my voice. Пока ваше подсознание начинает интересоваться тоном моего голоса. So here I went consciousness 1, consciousness 2. Вот я ведь говорила, вот сознание одно делает, подсознание делает другое. And then I did consciousness 2, А потом я сказала, сознание делает одно, unconsciousness 1. наоборот как бы, перекрестила. I reversed them. Я поменяла их. I'll do it again. Я сделаю это еще раз. Your conscious mind Ваше сознание, can wonder if it's going to learn this morning. if it's gonna learn, Well, one can wonder how it's going to learn this morning. Ваше сознание думает, как оно будет научаться чему-то сегодня утром. While your unconscious mind Пока ваше подсознание begins to get very comfortable начинает чувствовать себя очень комфортно, with the idea of applying it. в смысле о том, что это можно будет использовать. Or perhaps it's your conscious mind Или, возможно, это ваше сознание, that's thinking of the application, которое думает о применении, приложении, while your unconscious mind пока ваше подсознание focuses on learning. сфокусировано на изучении. So, first, Первое, conscious to one, значит, сначала сознание Unconscious to с первым, подсознание со вторым, then conscious to two, потом сознание со вторым, unconscious to one. подсознание с первым. Or we can do it the other way around. We can go conscious to one, unconscious to two, Или мы можем сделать это наоборот, сознание с первым, подсознание с unconscious вторым, to one, подсознание с первым, conscious to two. сознание со вторым. Okay, now Milton used this pattern again and again. It was the backbone of his hypnosis, of his hypnotic dissociation techniques. Милтон использовал этот паттерн постоянно. Это была как бы основой его гипнотической техники. This is what we call a bind. Это то, что мы называем He used it to link things together. Привязка. Link. Привязка, да. He used it continually to link or anchor things together. Он использовал это постоянно для якорения или связывания предметов друг с другом. By simple proximity, Вот таким простым способом. so that the unconscious mind was linked in different ways Так что подсознание включалось, привязывалось к разным to предметам, different learnings. разным сферам изучения. Now the power of this is enormous. И здесь огромная сила заложена. Notice that even in listening to me, you began to fixate your attention. Обратите даже внимание, даже слушая меня, как у вас сфокусировалось внимание. And began to think carefully, well, what is the unconscious mind? И начните думать очень осторожно, что же такое подсознание? Am I doing this or not? Делаю ли я сейчас то, что мне говорят, или нет? As we hear a suggestion, we begin to consider it. Когда мы слышим такое внушение, мы начинаем размышлять о нем. When the suggestion is presented as a bind, И когда оно преподнесено в такой форме, такой связки, привязывания, it has us consider things in whole different ways. оно позволяет нам размышлять о чем-то совершенно с разных сторон, Than our normal pattern. чем наши обычные паттерны работают. And this is very trancy. И это очень такая трансовая ситуация. Do you feel the openness, Вы начинаете чувствовать большую both inside открытость как внутри, and outside? так и снаружи.
self-image work is always something that is built upon trance. Образ себя — это та работа, которая всегда строится на трансе. To see yourself being effective in certain times and places. Увидеть себя эффективным в каком-то месте, в какое-то время. To watch yourself going through those motions. Увидеть себя выполняющим определенные действия и шаги. Means that you go into a little mini trance. Означает, что вы входите во многие мини-трансы. To visualize. И визуализируете. So, Для того, чтобы визуализировать, извините. The structure of using this in formal trance is very simple. Структура использования этого неформального транса очень проста. We simply start to think about the directions that are important for this individual that we're talking to. Просто начинаем думать о тех направлениях, которые важны для человека, с которым мы разговариваем. And assist them to imagine themselves in those environments and places. И помогаем им представить себе себя в этой среде и в этих местах.